Сегодня воскресенье, мы приехали на лесную прогулку. Вообще такое, на самом деле, классное место, где-то в часе езды от нашего дома. Мы сейчас с вами на обрыве стоим, так, к сожалению, не видно. Не передается высота. Мы на этой стороне впервые, мы обычно туда приезжаем. Мы обычно вот сюда вот приезжаем, на противоположную сторону, и здесь обычно никого нет. Но сегодня, вы видите, такой прям склон. И здесь, не знаю, может быть какой-то сбор, турслет такой, знаете, с домиками, потому что вот этот вот большой, гигантский, вообще привезли. Прикольно. И там, видите, стоят дома на колесах, и вот с этой стороны тоже за деревьями не видно очень много. Вообще погода просто чудесная. У нас сегодня 26, но в лесу так приятно. У меня, конечно, алтит, но это не важно. Видно будет или нет? Да. Паутина крепкая такая. Да? Ну, Не, зачем? Сейчас на Боньку упадет. пойдет. Пролезаем над паутиной. Хотя бы один гриб. Тут просто такое место не грибное. Красиво. Боровик. Видишь? Че, будешь забирать? Да? Зачем у тебя один? Хорошо видно. Вот мы приезжаем на эту сторону. И, ну, мы никогда еще не видели, что было действительно так много машин. Ну, это точно какой-то сегодня слет, да. Дома на колесах. Прикольно, конечно. Здесь, на самом деле, такое уединенное место, спокойное. Вот. Саша в рыбацких штанах лесных. Бонька пока еще без одежды. В общем, она все время, пока мы там гуляли по лесу, была на руках, потому что мы не могли найти грибы, а она точно быстро бы нашла, съела, и что потом с ней делать. Девочка вчера заходила в Бережку и нашла там просто невероятно крутые очки. Там вообще, в принципе, все такие очень-очень клевые модели. Прям рекомендую забежать, посмотреть. Я, кстати, там примерила очень похожие на Селин очки и поняла, что теперь мне они нужны. Ну, я хотела бы себе очки Селин, мне они очень нравятся. И вы точно их знаете, они просто уже слишком популярные. Вот, примерила форму, понравилось. Теперь у меня новая головная боль. Купила себе вот такие, без оправы. Вообще такие классные, прозрачные, ну, полупрозрачные, с оттенком на осень. Просто очень клевые. Не прошло и года, и я решила отнести свою сумку в ремонт. Вторая попытка. Если помните, весной она у меня, наверное, месяца 2 ездила в машине, чтобы отнести ее в химчистку. Я бы хотела, чтобы ее, не знаю, может быть, что-нибудь с ней делали, почистили, может быть, там ее покрасить нужно. Это Dolce & Gabbana Сицилия. Очень классная модель, на самом деле, вместительная, на осень. Красивая золотая фурнитура, я думаю, обвесить, повесить вообще классно смотрится. В общем, хотела давно это сделать. Чтобы вы понимали, около меня просто как минимум 3 не знаю, там, в радиусе 10 минут 3 классные химчистки есть. В зал, в который я хожу 2 раза в неделю, там стоит этот бокс, чтобы сдать. Магазин продуктовый, который просто в 3 минутах от моего дома. Еще один магазин продуктовый, где тоже пункт сдачи в химчистку тоже там. Короче, я не знаю, как так, но я до сих пор не могла это сделать. Вот сегодня отнесу. Пускай делают. Что хотела бы ее носить, действительно классная сумка. Так что пакет на плечо надела, пойду схожу на Wildberries и заодно, надеюсь, сдам, потому что один раз я все-таки дошла, но почему-то там было закрыто. Забрала с Wildberries новый парфюм для стирки. Очень мне нравятся такие гранулы. У меня были с другими ароматами, и почему-то отличаются баночки. То есть у них есть там 2 варианта. Одни такие в пластиковых баночках, и, может быть, потому что новые ароматы вот в таких. Пока еще не пробовала, но запах потрясающий. Я люблю очень все средства для стирки, очень люблю разные кондиционеры, парфюмы для стирки, поэтому с удовольствием пробую что-то новенькое. И мне еще очень хочется попробовать
Не было его в наличии. Вставлю картинку тоже от Ленор с хлопком, по-моему. Ну, попробую этот. В такой картонной коробочке не так удобно хранить, но я надеюсь, что не будет рассыпаться. Ну, вроде бы оно открывается и закрывается, но в пластиковое как-то, знаете, надежнее было. Такие вот гранулы добавляете немножечко к стирке, и такой сразу потрясающий аромат. А еще увидела у одной девушки, она очень рекомендовала салфетки от этого бренда, именно очищающие против каких-то пятен. Были очень классные отзывы также в комментариях, когда она его советовала, поэтому взяла тоже на Валберес, пускай, знаете, будет для каких-то таких случаев, может быть, какое-то пятно на сумке или на обуви, ну или, конечно, быстренько застирать, скажем так, убрать пятно с одежды. В общем, проверю, интересно. Всем привет! У нас сегодня с Сашей очень интересное свидание. Просто посмотрите, так, тут мусор, конечно, на мой образ спортивный. Сегодня едем... Ой, как это называется? На канатную дорогу. Мой аутфит, конечно, такой, знаете, максимально удобный. На самом деле мы планировали пойти туда еще давно, и Саша не верил, что я пойду. А дело в том, что я просто не понимала, что это такое. И я только вчера вечером... Ну, в смысле, я понимала, но представляла себе немножечко по-другому. А только вчера вечером он мне показал видео, и я... Ну, если бы у меня было больше времени уже после вчерашнего вечера передумать, я бы передумала. Но так как времени мало у меня было, я как-то вообще об этом не думала, то нормально. Вот, едем мы в Силичи, да? А сколько это занимает по времени? Полчаса. Ерунда. Вот, взяли с собой GoPro, надеюсь, что удастся что-то поснимать, потому что я, конечно, с собой камеру не возьму, там, в принципе, знаете, на меня наденут шлем, всякие там защиты, да? Там да, как-то я... Крепление. Крепление. Ну, в общем, вот. Кстати, у меня новые очки, девочки, я купила в Бершке. Вообще там такие стильные очки. Если хочется побаловаться. Безоправные. Я не знаю, как это мою прическу идут или нет. Но классные, мне кажется, на осень. Вот видите, здесь отель СПА. Я вам как-то уже показывала, мы смотрели. Там такие неплохие номера. Я думаю, что классно, можно отдохнуть. В целом здесь такая классная территория, есть где погулять. Вон там вот ресторан. Здесь вот можно покататься на подъемнике. Ну, пока только на подъемнике, на лыжах не получится сейчас, к сожалению. Хотя, к счастью, я не жду снег, если честно, еще пока вообще. Вот, и уже можно обратить внимание, вот как здесь вот натянут эти вот трос. И, о боже, это высоко! Вот такое расстояние нужно пролететь. Да, и А так как? вот. Так, вот они с 12 до 8 работают. Тут здесь, видите, сеанс каждые 2 часа. Троллерная трасса. Ну, я в шоке. У нас пока есть время, мы решили посмотреть, что нас тут ждет. В общем, вот отсюда лететь, вот сюда, потом оттуда, вот туда. Это очень далеко. Но я просто не боюсь высоты, мне не страшно, но я не понимаю, как вот не врезаться в дерево, например, когда я буду лететь, как я вообще буду вот по этой веревке. Прикинь на нас. Настя, ты куда собралась? Сама не знаю. Ты уверена? Ну, ничего не понимаю. Сейчас расскажешь, наверное. Они сейчас могут, упадете, они немного у вас подсползут, вы их подтяните вверх. Угу. Вы можете начинать. Не переживайте, сейчас мы... Не бойся! Ну как? Знаешь, но все равно первый раз страшно. Ну, прыгать. Ну да, пока тебя не выровняют, да? Да.
Не боишься? Боялся? Ну, не то, что боялся, но так чувствуется, что лазишь. Не, лазить мне вообще не страшно. Мне вот страшно только, когда нужно, ну, начать. Вот это, вот, знаешь, первое такое. Угу. Вот так. Ой, что? Могу? Ой, Сашенька. Я погнал. Давай. Норм? Мы возвращаемся обратно. Сняли с нас всю экипировку и обратно уже тут идем по таким вот, по такой, как это назвать, по такой тропе, да. Как тебе, Санек? Прикольно. Мне тоже Думал, понравилось. страшнее. Да, вообще не страшно, потому что мы думали, что что обязательно нужно отталкиваться, иначе ты где-нибудь на середине пути просто зависнешь и будешь висеть, пока тебя там не снимут или не подтолкнут. Но оказывается нет, там под наклоном висят эти вот веревки, нет натяжения, да? И за счет этого ты как бы летишь, и там, я не знаю, что должно произойти, чтобы ты остановился на середине пути. Вот, правда, наверное, первые раза два страшно, и то, как бы, знаете, страшно только в начале, потому что ты как бы прыгаешь в невесомость, несмотря на то, что ты у тебя трос и страховочный, и основной, как бы, ну, все нормально, но вот это, вы знаете, в голове такое. Но так вообще не страшно, и даже если смотришь вниз, то мне тоже не страшно. Ну, да. Тут не так уж и, ну, как бы высоко. Не знаю, сколько тут этажей. 3? Да, не больше. Ну, как где места по-разному. Ну, да. Ну, прикольно, классно. Так что это точно запомнится. И как бы не так страшно, Да, как я себе 40 минут. придумала. Ну, 30 точно. Уже около часа. Сейчас идем обратно по земле уже. Весь путь, который мы проделывали. Прикольно, кстати, никого не было, кроме нас. Никто не катался, это очень удобно, потому что я забежала в Зарину. На самом деле приехала в продуктовый, но оказалась здесь. Я хотела примерить это пальто с Роговым. У них вышла коллаборация. Такой супер оверсайз. Я взяла размер XXS, самый маленький, но оно все равно очень гигантское, то есть оно такое должно быть. Дальше мне здесь понравилось платье. Хочу примерить. И такой вот классный костюмчик. Я, кстати, сегодня купила один костюм. Вернее, заказала. Тоже трикотажный от белорусского бренда, потому что тот, о котором я вам рассказывала, не сделался заказ. Оказалось, что мне просто не пришло никакое подтверждение, ничего. А там как бы оплата была при получении. Оказалось, что там какой-то сбой произошел на сайте, и уже не было в наличии брюк, которые я хотела. Вот, поэтому заказала сегодня еще один трикотажный костюм на осень. Но еще увидела вот такой, тоже такой хорошенький цвет. Тоже взяла примерить. Здесь у меня брючки XXS, потому что такие довольно свободные сами по себе, но трикотаж всегда еще так садится. И XS кардиганчик. Сейчас покажу. Не взяла никакой топ, но брюки на мне XXS, но видите, они прям такие большие. Но если их вот так вот подвернуть в один оборот, будет уже гораздо лучше. И заодно по длине. Нравится мне этот костюмчик, классные брючки. Блин, зря примеряла. Я просто хотела для себя еще в каком-то таком цвете потемнее, потому что я сегодня заказала какой-то такой бежевый, но другой, там у него на поясе. Кардиганчик такой укороченный тоже. Из Зарини я покупала пару влогов назад, тоже такой трикотажный, молочный, красивый. И вот мне еще хотелось что-то в таком цвете, чуть потемнее. Вот осенью вообще здорово. Можно даже, в принципе, ничего не надевать под низ, но я бы надела какой-то топ, да, чтобы можно было расстегнуть. Такой очень расслабленный образ. Мне в таких вещах, когда холодно, гораздо приятнее, чем в джинсах, например. Вот, но и мне кажется, что смотрится лучше, чем спортивный костюм. Вот какие-то даже уги те же,
какие-то ботинки. Слушайте, у него еще такая просто цена классная, что я, наверное, не уйду без него. Там тоже такая классная длина, что можно носить, например, с какими-то леггинсами, да, и высокими сапогами, то есть прикрыта зона паха. Дальше платье. На мне платье в размере XS, такое свободное. Не знаю, бывает ли меньше, я не видела. Можно носить с каким-то ремнем, с сапогами, будет классно. Очень оно такое мягкое, приятное. Мне кажется, моя кофточка, которую я покупала вам, Зарина, свяжитесь со мной. Это кошмар. Потому что, ну, мне тоже она нравится. Тоже какие-то украшения добавить, и оно такое очень-очень уютное. Так вот, какую-то кофточку я похожую покупала, помните? Тоже на осень в Зарине. Как зайду, весь что-то хочется купить, кошмар. Кстати, на мне черное белье. Я думала, что будет прям сильно просвечиваться, вообще не просвечивается. То очень большое. Я люблю оверсайз, люблю свободное, но, повторюсь, это размер XXS мне. То есть оно, ну, если по-правильному, оно, наверное, 52 размер какой-нибудь. Вот, то есть оно очень большое. Даже несмотря на то, что мне нравится овер, для меня все-таки это слишком. Слава богу, блин. Потому что я подумала, что если еще пальто покупать сейчас, потому что я что не примерю, мне все подходит. Ну что я сделаю? Пальто все-таки нет, но прикольное. Я думала, что оно будет чуть-чуть поменьше. Если вы любите прям такой супер оверсайз, то точно не берите на размер больше, потому что оно и так очень большое. Крой классный, мне нравится, но все-таки не мое. Длина тоже классная. И неплохой у него материал, но не самый хороший. Но, по-моему, тут есть даже немножечко шерсти. Но не прям какой-то такой, знаете, плохой. Крой классный. Карманы есть, но нужно расшить. Особенно за шлепками, конечно. Еще платье. Конечно, так непонятно, понятное дело, с моими шлепками. Но я бы с какими-то сапогами высокими. Ну и, конечно, все равно белье подобрать, потому что тут на свету уже не то чтобы прям видно, но... Платье тоже уходит со мной. Я люблю все такое светлое, оно действительно очень-очень уютно. И опять же, мне нравится и в принципе, когда оно вот такой вот прямой мешок с какими-то ботиночками и тоже с ремнем каким-то, что-то такое, с каким-то поясом, кстати, со шнурком, как сейчас актуально, кожаным. Будет прикольно. Короче, беру платье и беру этот костюмчик. Костюм вообще понравился, потому что иногда бывает, знаете, трикотажные брюки, ты в них выглядишь какой-то на 10 размеров больше. А этот прям такой хороший, видите? Цена 95,99 и верх в такую же цену. Красивый, понравился мне. Всем привет! Я собралась просто максимально быстро, насколько это возможно, и выбегаю. Сейчас только 11:30. Сегодня у меня день сестричек. Приезжает моя Катажинка. Вот мы с ней спланировали, и она уже на самом деле въехала в Минск, но мне, чтобы встретить ее, ехать еще 30 минут. И как обычно, когда опаздываешь, такси едет дольше обычного. Так что жду. Ну, я думаю, что она там минут 10, наверное, подождет меня в итоге, потому что там тоже далеко еще и ехать. Nice. Так, мы сразу встретились и пешком шли 40 минут до моего любимого РЗГЗ. И здесь как раз сегодня в обеденном меню есть пицца, которую я люблю. Поэтому возьмем ее, наверное, еще по салатику, да? Тут сидим на террасе. Поздоровайся с моими девочками. Ой, шмель какой-то около меня. Вот, так что сейчас принесут нам, и мы вам покажем. Мы тут сидим во дворике. Здесь, конечно, так немножко странно это выглядит. Я вам просто слева от меня люди не хочу показывать, но мне очень нравится это место. Беспалевно так снять. Наши салатики. Такой, знаете, этот разогрев перед пиццей. Тут у нас курица, салат и, да, огурчики, помидорчики и орехи. И наша пицца. Как раз сегодня пицца дня. Итальянская с ветчиной
и помидорками, томатами. И больше ничего не нужно выбирать. Поэтому мне очень повезло. Пицца здесь из печи. Очень вкусное тесто, я обожаю. Так что приятного нам аппетита. Ветчина. Тебе такая тоже нравится, да? Я тоже. Ну, ветчину я, наверное, не буду. Я тоже ветчину достала сразу. С Катажинкой пришли на вечерний чай. В данном случае мне какао с маршмеллоу, чизкейк. В общем, просто, знаете, гуляй. Праздник живота сегодня, в общем. У Каташинки Наполеон и какой-то лимонад мятный. Ужас. Поцелуйчики, хвостик тут с нами. Сегодня снимаю рилс для нашего магазина. И не могу не показать вам тоже, потому что просто влюблена в эти платья. Очень такое красивое, супер женственное платье по фигуре. У нас сейчас доступно в черном и в молочных цветах. Сразу видно, что мое зеркало грязное. Извините. Уже достала свои осенние сапоги. Девочки, не спрашивайте, ссылку, уже давно их нет, они у меня 3-й год. И добавила сюда, захотелось какой-то такой акцент. Очень красиво смотрится, конечно, с золотыми украшениями. И у меня от сумки такая цепочка была. Красивый, супер женственный силуэт. Просто в восторге от этого платья, очень красивое. Так, я здесь в халате, но надеюсь, вы не против. У нас с вами такая дружеская беседа будет. Кстати, забрала вчера с Wildberries такую красивую тыкву. Это свеча. Вообще такой аромат. Это свеча из кокосового воска. Такой потрясающий аромат. Здесь такой хлопковый фитилек. И написано, что 15 часов горения. Я сейчас подсматриваю в карточку товаров. На Wildberries заказала, вчера забрала. Такая красивая тыковка. Будет стоять на кухонном столе. Я обожаю зажигать свечи, вы знаете, но, конечно, летом, когда жарко, просто не хочется их постоянно жечь, но как только похолодает, это, вы знаете, такая приятная, особая атмосфера, я постоянно их жгу, у меня много свечей, это прям красиво, я подумала, что когда она догорит, можно будет использовать, ну, в принципе, как для декора использовать, или что-нибудь хранить такое маленькое, потому что, видите, сама свеча небольшая. Вчера не снимала вам ничего с моей Катажинкой, потому что, знаете, на самом деле мы, к сожалению, так редко видимся, мы живем в разных городах. И эти моменты встречи, они, знаете, такие ценные, хочется провести время вместе. Это моя родная сестра, я старше ее на 6,5 лет. Мы с ней всегда были очень так близки. Катажинка, я тебя люблю, привет. Она смотрит все мои влоги. Вот, мы с ней всегда очень близко общались. Я самая типичная старшая сестра, которая, знаете, как это, вторая мама. В прямом смысле. Я себя так чувствовала. Я рассказывала вам, что я родилась сразу взрослым человеком. Знаете, такое бывает, это я. Вот. И несмотря на то, что у нас такая не очень большая разница в возрасте, да, то есть мне было там почти 7 лет, когда она родилась, я сразу повзрослела вот в этот же день. То есть я там проводила все свое детство с ней, я за нее отвечала, я ее там учила, чему могла, ну, в общем, несла за нее ответственность, мне это было как бы, ну, окей. То есть не то, чтобы меня так кто-то заставлял, ну, мне было максимально комфортно. Вот, и у нас такие довольно близкие отношения всегда были. Конечно, мы там в детстве там могли там поругаться, но сейчас, когда мы повзрослели, знаете, разница такая уже не совсем существенная, но я все равно ощущаю себя гораздо старше ее, и она для меня такая малышка. У нас есть такая традиция, когда она ко мне приезжает в Минск, мы всегда идем и покупаем ей новый аутфит. Так что вчера ничего не изменилось. Мы вчера встретились в 12 часов дня и пробыли вместе до 8. И в 8:50 она... Нет, в 21:10 она уехала домой. Вечером уже. Приехала, я ее встретила, и мы там вместе пошли. Немножко прогулялись по магазинам, ну, буквально там максимум минут 40, наверное, быстро купили ей новый аутфит. Вот, потом пешком пошли в Розе-Газе, который мне очень нравится, я хотела эту пиццу поесть, потому что мне она там очень нравится, там классное вкусное тесто, они готовят в печи на улице только, и когда похолодает, уже не будет она подаваться. Вот. Но вчера в обеденном меню тоже была эта пицца, как раз была с ветчиной и, как его, господи, томатом. Что будет круто заказать в обеденном меню, потому что ничего не нужно выбирать, я мало что люблю, вы знаете, мне там только одна подходит, но я тоже там прошу половину не добавлять ингредиентов. Вот, а тут как бы только ветчина и сыр, я думаю, супер.
В итоге там была ветчина, которую я не люблю, такая, знаете, как колбасная. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Я такое не люблю, в общем, пришлось мне выбирать и эту ветчину, слава богу, она большими кусками была нарезана. Короче, у меня гештальт не закрыт. Я съела там эти 2 маленьких кусочка этой пиццы без ветчины и томаты, потому что я тоже не очень люблю запеченные. Короче, это просто, знаете, мне иногда самой от себя смешно, но вот так есть, как есть. Я планирую снова туда сходить в ближайшее время, пока открыть сезон террас, пока они готовят эту пиццу мою. Потому что мне нужно, знаете, удовлетворить свои потребности срочно. Я так давно ее хочу. Я реально в этом году съела ее только 1, наверное, раз. Максимум 2, но насчет второго я что-то не уверена. Потому что мы тоже с мужем недавно ездили, и в этот день они не готовили. Короче, вот. В общем, сидели там, пообедали, поболтали, потом поехали к нам домой, взяли Бонечку, посидели у нас дома, пошли гулять все вместе, тоже в кофейню сходили, съели там по десерту. Вот, и, короче, много болтали, ничего такого. Хотела на один вопрос ответить, обещала во влоге. Еще, девочки, пока не забыла, хочу поблагодарить вас за все ваши комментарии. Представляете, как мне приятно. У нас здесь на YouTube особенная связь, как мне кажется, потому что я здесь с вами общаюсь, разговариваю, делюсь своей жизнью. И, ну, для меня это, знаете, такой душевный формат. Я много раз говорила, что для меня YouTube — это, знаете, как я вставлю камеру, и я общаюсь не просто с камерой, я вот со своими подружками общаюсь. Вот, очень люблю эту атмосферу, и каждый раз, когда ко мне подходят девочки, я спрашиваю, где вы меня смотрите, и когда говорят на YouTube, я просто... Это невероятно. Вопрос будет такой: вы не употребляете алкоголь, а как вы относитесь к тем, кто это делает? Допустим, ваш муж. И как относитесь к девушкам курящим, наркозависимым, пьющим каждый день? Тоже пью. К сожалению, сейчас это повсюду. Спасибо за ответ. Как вы знаете, я не употребляю алкоголь, и в последний раз я выпивала, если можно так сказать, когда мне было 15 или 16 лет, вот не помню точно, мне кажется, 15 или все-таки 16, но неважно. Это был Новый год, я отмечала с родителями, и мама там сказала, что нужно сделать глоток шампанского, чтобы сбылось желание. Вот. Но она меня обманула, как потом выяснилось, потому что желание не сбылось, и я перестала. Из того, что я помню, я пробовала пенку от пива. Звучит смешно. Пробовала шампанское, пробовала красное вино или белое, не знаю, но я даже не помню. То есть это было мне лет, наверное, 13, то есть все эти разы, скажем так, это были на каких-то на семейных праздниках, когда там, знаете, там подростки тоже сидят и там, а можно нам попробовать? И родители такие, ну, можно, сделай глоток. Вот. Не знаю, было ли у вас такое, потому что сейчас как-то странно говорить, да, что там в подростковом возрасте в 13 лет пила там с родителями вино на празднике. Из того, что я помню, что у меня просто очень сильно краснели щеки. То есть там я сделала глоток вина и потом сижу такая с красными щеками. Помню, как-то тоже с моей сестрой двоюродной, Агнеска, если ты смотришь это видео, привет тебе. Нам было, лет, наверное, 10. Тоже был какой-то праздник, и мы с ней залезли под стол. И она что-то взяла с собой алкогольное. Я не помню, что. Налила в рюмки. И мы с ней как будто тоже, знаете, как взрослые, выпиваем, что там было в этих стаканах. И я так хорошо помню, что она выпила, а я вылила на ковер, но она не заметила. Я просто помню эту историю до сих пор. Ну, потому что, знаете, мне рассказать больше нечего по этому поводу, потому что, это вот все мои опыты, вот они такие. Вот. То есть я никогда больше, чем там, вот глоток, и то это до 16, до 15, до 16 лет, да, вот это вот попробовать, у меня ничего больше не было. То есть вот мой опыт — это вино, не помню, красное или белое, глоток там, допустим, да, шампанское и пенка от пива. Вот. Мне просто никогда не хотелось. То есть я не совсем понимаю, то есть я не совсем понимала, зачем, а сейчас, когда я уже, в принципе, взрослая, для меня это вообще как бы, мне окей без этого, и как-то, мне не хочется попробовать, там максимум я могу там всегда понюхать, потому что мне просто интересно. Но это тоже всегда так смешно. Это там, допустим, я где-то там сижу, и там у моего Саши что-то там в бокале, в стакане, и я вот так. Потому что у меня очень активный нос, но вот это вот
Вы знаете, потому что я нюхаю, у меня прямо горячо в носу. Но у меня это мой ритуал, мне нужно понять, что это там, чем это пахнет, да? Потому что бывает, сидишь там тоже где-нибудь в каком-то там ресторане, там с друзьями, и там мне заказывают какой-нибудь коктейль, и он там как-то прикольно называется, и вот просто интересно, чем он пахнет. Да, не выпивала достаточно в своем подростковом возрасте, чтобы ощутить какое-то алкогольное вот это опьянение. То есть я не понимаю, как алкоголь воздействует на меня, и мне это абсолютно неинтересно. Вот, и сейчас мне тоже никогда не возникает такого, что я там хотела вечером там выпить бокал вина с мужем там, или с подружкой. Ну, у меня такого не бывает, потому что я никогда этого не делала, и я не понимаю. Для меня, если честно, немного странно, когда я знаю, что я могу что-то сделать, что, возможно, у меня там помутнеет мое сознание как-то так. Если брать моих родителей, то мой папа попробовал алкоголь тоже в довольно взрослом возрасте, наверное, там что-то около 30 ему было. Я никогда не видела там своего папу каким-то пьяным, я никогда не видела, чтобы он там приходил с работы там и пил пиво. Для меня это нормально. Я сейчас тоже расскажу, как у меня в семье, в моей. Вот, но я никогда такого не видела, у меня такого не было. Мама моя может там выпить алкоголь, но как бы, ну, как все, то есть ничего такого, там нужны какие-то праздники или там просто с кем-то расслабиться, ну, в общем, такое нормально. Но папа как-то, ну, вообще такого не было. Не знаю, повлияло ли это, что я видела у своего папы, да, что у нас такого нет. Но я даже не представляю, если бы я увидела своего мужа пьяным, не выпившим, да, там, всем, сейчас я расскажу, как у нас в семье, но если бы я увидела там своего супруга, который выпивает и как-то странно себя ведет, или себя не контролирует, или там, не дай бог, вот знаете, как там, я не скажу, что я это прям вижу, потому что я не бываю в таких компаниях, но так где-то, допустим, слышала, что там кто-то напился, подрался, там, или что-то сделал, там, что-то там такое странное. Но мне кажется, что если бы я это увидела, на мои чувства бы это как-то повлияло. Опять же, возможно, сейчас это звучит как-то тупо, но я объясню. Для меня принципиально важно, у меня никогда не было такого опыта, чтобы там человек, с которым я строю отношения, как-то напивался и странно себя вел. Что для меня странно, но это я объясняла, да, когда вот просто не в себе там что-то начинает вытворять, или, может быть, становится каким-то агрессивным, или там, не знаю, у кого там что бывает, может, кто-то там хочет гулять, потому что такое, ну, касаемо моего супруга, я никогда ему не запрещаю там выпить где-то там на каком-то празднике, или там, если он хочет вечером выпить пиво там или что-нибудь, да когда угодно. Я никогда ему не говорю: нет, Саша, ты что? То есть я никогда его не запрещаю. Если мы там где-то отдыхаем, то я тоже не говорю, там, тебе хватит. Это мой супруг, это мужчина, он отдельный человек, и он сам знает, когда ему хватит. То есть у нас есть своя мера абсолютно во всем. И так сложилось, спасибо большое, что мой муж знает, когда ему достаточно, и никогда я не видела его в каком-то странном состоянии, что он там, не знаю, не контролирует себя, что там не стоит на ногах или что-то еще, вообще нет. На самом деле мы редко так где-то отдыхаем, чтобы, ну, там, какие-то крепкие алкогольные напитки выпить. Действительно редко. Там бывает с друзьями там какие-то сборы, то они там могут себе сделать какой-то тоже там коктейль, там, не знаю, коньяк, там, или просто какие-то шашлыки, там, пьют пиво, да. Я отношусь максимально обычно, нормально, никак. Мы вместе уже достаточно долго, и я думаю, что я все, что могла увидеть, я увидела. И следующая часть там вопроса: как относитесь к девушкам курящим, наркозависимым, пьющим каждый день, даже пиво, тоже пиво? Как к этому можно относиться? Мне кажется, положительно это невозможно. Вообще к любым зависимостям я отношусь отрицательно, особенно если они влияют на состояние вашего здоровья, на состояние вашего сознания. Конечно же, я отношусь отрицательно. У меня нет в окружении таких людей, там, которые выпивают каждый день. К курению отношусь скорее нейтрально, но мне неприятно, когда возле меня там курят. Ну, у меня, в принципе, такого как-то не происходит. Мой муж не курит. Так, ну а теперь буду жаловаться, вернее, делиться, что со мной произошло. Короче, с чего начать? Только не смейтесь. В общем, я давно хотела себе еще одну маленькую сумочку. Я хотела заменить свою фурлу, собственно, тоже на фурлу. Моя самая первая сумка фурла, я не знаю, сколько ей лет, наверное, 6-7, не знаю. Она уже модель Метрополис, я думаю, все, вот я прикрепляю, все вы ее знаете. Она просто максимально древняя, но она очень удобная, она маленькая. Я когда гуляю с Бонькой, часто тут у себя где-то, да,
на районе. Беру ее с собой, чтобы кинуть там телефон, ключи, и она как бы так. Мне хотелось ее заменить на что-то тоже такое повседневное, но уже более актуальное. И тоже у Фурлы я увидела очень красивую модель сумки. Прям фотографию, мне она очень нравится. Она такая, знаете, в стиле Шанель, в стиле Сен-Лоран, как сейчас так актуально. Ну, в общем, очень актуальная форма, и мне нравятся сумки Фурла. У меня есть несколько, они очень хорошо носятся. Мне всегда нравилась их фурнитура, качество кожи зернистое. Они прям, с ними ничего не происходит. Вот у меня несколько, я их очень люблю. Фурла — это не люкс, это ну, что-то такое middle сегмент, скажем так. И в один прекрасный день я думаю, все, сейчас надо ее где-нибудь найти. Сразу я решила посмотреть на Оскеле, ничего не нашла, проверила. У меня есть очень много проверенных байеров, за которыми я слышу годами. Где там мои знакомые что-то у них заказывали. В общем, проверенные люди, у которых я что-то покупала. Но почему-то я не додумалась спросить у них. Что я сделала? Я закинула на Оскеле, на эту платформу фотографию, там есть «Найти товар». И откликнулось очень много продавцов, очень много байеров. И как это все происходит? То есть я загрузила фотографию, мне там несколько байеров ответило, написала свою цену. И вообще, по правилам Оскели, мы должны были все сделки наши проводить на сайте платформы. Уже товар, я его оплачиваю, они выкупают, отправляют на Оскели. Оскели проверяет, берет там свой процент, как обычно, дает мне свою аутентификацию и отправляет меня. То есть, чтобы все было максимально прозрачно, и для меня удобно, и для них. Но все пошло не так. Сразу должна сказать, что Оскели здесь вообще ни при чем. Сейчас вы поймете почему. Стала мне одна девушка на сумку, я могу ее выкупить для вас, и отправила мне скриншот, на котором был указан ее номер телефона, и чтобы я ей написала. Вообще Оскели все такие сообщения блокируют сразу же. Вся история покупки была на сайте Оскели, чтобы все было максимально прозрачно и безопасно. Но так как эта девушка отправила не сообщением свой номер телефона, а скриншотом, то есть она обошла их вот эту проверку, хотя они ее тоже удаляют, но им нужно больше времени для этого, да, там, допустим, через день они заметили, что там не в комментарии написан ее номер телефона, который сразу бы они удалили, да, автоматически, а что был такой вот скриншот, что она мне перевела, скажем так, в WhatsApp. Вот. И я вообще без какой-то задней мысли написала ей, она мне сказала, вот, типа, сейчас эта сумка есть в Италии, я ее выкупаю вам до 3 часов, сбрасываю фотографию, отправляю, 3 дня она в Москве, и потом из Москвы 2 дня она в Минске. Я такая, супер, куда перевозить? Я быстренько оплатила ей $250. Она мне написала, что до 3 часов, это было утро, она мне написала, что до 3 часов скинет мне фотографию с магазина. Она мне ничего не скинула, конечно. Пишу ей на следующий день, она мне отвечает. Я думаю, блин. Думаю, ладно. Проходит еще 2 дня, пишу ей, она мне не отвечает. А у нее в WhatsApp есть, ну, там где вкладка о себе, еще там какие-то ссылки на ее соцсети. Вот. Я нашла ее в Инстаграме, написала ей, и она мне не отвечает. То есть я так понимаю, что прошло уже сколько, девочки? 8 дней. Ни ответа, ни привета. Она меня не блокирует. В Инстаграме она дальше загружает сторисы. Она мне не отвечает, то есть живет свою обычную жизнь. Я не знаю, я просто в шоке. Короче, очень-очень неприятно. Я понимаю, что в этой ситуации я тоже глупышка. Потому что, опять же, у меня есть много байеров, которым я могла написать, у которых вообще проверено. Тут просто левый какой-то человек, знаете. Вообще, я даже не знаю, никогда не слышала про нее. Но вот я такая доверчивая, я просто очень простая. Но все равно это такая, ну, большая сумма. Она на дороге абсолютно не валяется. И я не перестала хотеть эту сумку, то есть я ее до сих пор хочу. Но получается, если я закажу сейчас у кого-то другого, то она мне выйдет уже в $500, потому что эти 250 я не верну, а еще 250 я заплачу за новую. И как бы уже, извините, новую сумку Фурлу за $500 нет. Она столько не стоит. Поэтому просто я купила вот свою ошибку за $250. Очень обидно. Я сразу подумала, что, может быть, не стоит рассказывать об этом. Я все еще пока не буду оставлять на нее ссылку. Я подожду еще, допустим, неделю, потом оставлю здесь, я не буду в Инстаграме там об этом рассказывать, оставлю здесь просто, чтобы вы были внимательнее и не повторяли таких вот моих ошибок. Она обманула меня на такую сумму. Кого-то она может обмануть, да даже на $5. Извините, это обман. А у кого-то это может быть вообще крупная сумма. Это мошенничество самое настоящее, поэтому я даю ей еще 1 неделю и надеюсь, что
я к вам в следующем влоге выйду и расскажу какую-то историю, что все нормально. Такой человек максимально оптимистичный, хотя я понимаю уже, что, наверное, меня обманули, но надеюсь, что я ошибаюсь. Солнечно, ничего не вижу. Сегодня у нас суббота, на самом деле уже 20 минут 6. Я закончила свои дела. Осталось только смонтировать вас, и можно идти спать. На самом деле так проголодалась, нужно какой-то перейти, а то ничего не вижу. На самом деле так проголодалась, еще не было времени ничего приготовить, надо сейчас этим заняться, уже хочу поесть, размораживаю как раз рыбку. Вижу, конечно, все ваши вопросы просто во всех соцсетях и под всеми влогами, чтобы я рассказала про свое питание. На самом деле у меня все максимально просто. Я ем одно и то же, потому что мало что люблю. Вот и все. Я очень люблю сладкое. Я ем его, к сожалению, каждый день. Стараюсь выбирать вместо обычных шоколадок, да, шоколадки без сахара, там какие-нибудь с высоким содержанием протеина, чтобы как-то, знаете, сбалансировать эту вредность, скажем так. Не могу я от этого уйти, кстати, как раз к теме зависимости, да, которые были в этом влоге. Вот у меня тоже есть зависимость, я люблю вредную еду. Стараюсь, конечно, это контролировать. Не всегда получается, но когда не получается, я как бы осознаю, понимаю и ни в коем случае себя за это не ругаю. Просто все свои приемы в пище, в том числе сладкие, я стараюсь вписать в свою норму калорий, и все. Я постараюсь побольше показывать во влогах, что я ем. Просто, если честно, это тоже занимает время. Потому что, знаете, обычно снимаешь что-то такое, там, когда куда-то идешь и ешь что-нибудь вкусненькое. Вот, я такую обычную еду. Но у меня, правда, все максимально просто. Я каждый день ем очень много овощей. Стараюсь со всеми приемами пищи, то есть клетчатка, там всякая трава, так называемая, да. Вот, я очень люблю огурцы, там помидорки, черри, понятное дело, там какие-то листья, там салат, такое. У меня проблемы с белком, потому что я не очень как-то... Не требует мой организм его, моя голова его не требует, но на самом деле тело, конечно, требует, белок это очень важно. Ну, из такого прям мясного рыбного, я ем только куриное филе, и из рыбы я ем только красную. Ну, или иногда мне нравится дорадо, но реже, или палтус, но тоже реже. То есть я ем лосось, сегодня у меня тоже размораживается стейк. Пойду сейчас его готовить. Люблю очень запеченные разные овощи, я вообще ни в коем случае не против какой-то там картошки. Сейчас из того, что я хотела бы изменить, это добавить больше белка и убрать углеводы, потому что у меня углеводов больше, чем хотелось бы. Не нарушая наших традиций, конечно же. Знаю, что многие ждут. Будем вытягивать карту на следующую неделю, либо же вы можете задать какой-то вопрос. Напоминаю, что это метафорические ассоциативные карты, то есть вы сами придумываете ответ. Так, что ждет меня и моих девочек на следующей неделе? Как всегда, придумываем только максимально положительные ассоциации. Настраиваемся на позитив. Так, что там? Вы первые, кто увидит. Решила показать вот так, потому что не понимаю, видно было или нет. Сейчас я вам прочитаю, что у нас в книжечке написано, но пока вы можете рассмотреть и придумать для себя сами ассоциации. Я на этой карте вижу, конечно, знаете, такую поддержку. Ну, для меня, понятно, я ее ассоциирую со своим мужем, но вообще, если бы я ее просто шифровала для кого-то, я трактовала бы как просто какая-то, знаете, поддержка, опора, знаете, как человек-дом, который тебя выслушает, который тебя поддержит, то есть любого пола абсолютно, на которого можно положиться, которому можно довериться, конечно, ну, что-то такое. Ну, конечно, для себя это мой муж, это такой, знаете, человек, который, он мне так кажется, он так обнимает девушку, как будто бы ее оберегает, любит, то есть у меня что-то такое, конечно, максимально любовное и душевное, приятное. Давайте прочитаем ассоциацию. Карта 52. Свет любви.
Эта карта является исцеляющим зеркалом и приглашает тебя осознать великую силу и бессмертие истинной любви. Ощути спокойствие вдохновенного чувства, способного озарять своим светом даже самые сложные вызовы судьбы. Почувствуй, как мужчина, обняв женщину, создает образ возвышенной заботы, оберегая ее прозрачность от жизненных трудностей. Любовь здесь не просто чувство, а насад вечности, где расцветает душа. Бережно храни это чувство в сердце, пусть оно будет твоим проводником через все трудности и испытания, наполняя жизнь светом и радостью. Прекрасная карта, как обычно. Надеюсь, вам откликнулась, и вы для себя в ней что-то нашли. Завтра у нас воскресенье, поедем с Сашенькой, повезем Бонечку на стрижку. У девчонки завтра стрижка и салон красоты. Буду с вами прощаться. Напомню, что мне будет очень приятно, если вы поставите мне пальчик вверх. Как обычно, желаю вам самой прекрасной недели. Пусть у вас произойдет что-то очень хорошее. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.